Друзья, рад вас приветствовать на канале Motors Truck, канал про моторы грузовиков. Сегодня к нам приехал такой автомобиль Mercedes Actros с двигателем OM501. Причина обращения: греется автомобиль. При первом же взгляде увидел заглушенную ретарду неправильно, помпа не менена. Соответственно, проблема в ней. Также владелец попросил посмотреть цилиндры камерой, чтобы понимать состояние гильз. Вот у нас третий цилиндр. Заглядываем в него. Вот виднеются такие вот мелкие полоски по всему цилиндру. И вот здесь вот глубокая. Это одна. Это вторая. Вот шестой цилиндр у нас. Здесь уже дела посерьезнее. Чтобы не отражало. Вот такие вот сильные задиры по всему цилиндру. То есть потянутая гильза очень сильно задранная. С самого до конца. Смотрю второй цилиндр. Вот такие пролысины. Тоже полосками. Раз, два, три, уже покрупнее и так далее. То есть гильзы уже потянутые. Так, владелец нам дал добро на снятие двигателя. Будем снимать расширительный бачок, радиаторную группу, впускной коллектор и вынимать двигатель из рамы. Коробку оставим на месте. Открутим впускной коллектор, глушитель, трубки ГУРа и будем извлекать его. Снимаем мы расширительный бачок. Снимаем лука. И извлекаем отсюда радиаторную группу. Сначала, извлекли мы радиаторную группу, извлекли вискомуфту. Теперь обвязываем, развязываем полностью двигатель. Откручиваем все. Проводку с кабины также я скинул. Осталось нам открутить там насос ГУРа, выхлоп, стартер плюс-минус. И, соответственно, коробку откручиваем от коробки. И двигатель вперед выдергиваем, поднимаем вверх. Так, мы открутили все, открутили подушки, открутили коробку от двигателя. Все, что нам мешало, открутили также топливные провода, топливопроводы. И извлекаем двигатель. Так, двигатель у нас снятый. Висит, крутится. Приступаем к его разборке. Сливаем масло, снимаем поддон и разбираем его полностью.
поддон, поставили его двигатель на козлики. Сейчас будем разбирать все, что имеется по навеске. То есть надо турбину снять, корпус масляного фильтра и, соответственно, головки. Более подробно показывать не буду, несколько видео уже есть с разборкой такого двигателя. Покажу только, буду останавливаться на отдельных каких-то интересных моментах. Приступаю к разборке. Это так люди искали проблему с перегревом. Потыкали, понасывали, чтобы было открыто. А на самом деле была виновата сама помпа. Видно, что двигатель уже ремонтировался. Стоит у нас распредвал ОЕ Германи. Прокладки стояли новые. Но у нас вот так вот задраны гильзы. Сейчас поднимем поршень, посмотрим, что с ним. Один толкатель у нас не достается. Это подозрительно. А, вот. Ты как раз нужен. Вон таскание стоит, там ошибки надо прочитать.
Смотрите, масляная форсунка на этом цилиндре смотрит вообще в другую сторону, то есть вверх. У нас загнутая. Поэтому тут такие задиры. На поршне удары. Причем не на одном, а на несколько. Сейчас покажу. Так, у нас вот такие задиры. Ну, смотрите, куда форсунка смотрит. Должна она быть вот так. И вот здесь вот удары на поршне. Здесь. Непонятно от чего. Будем разбираться. Распредвал. Достали мы коленвал. Коленвал у нас уже ремонтный. Вкладыши стоят 0,25. Вкладыши стоят. И также у нас ремонтный блок. Вот этот толкатель, который не выходил у нас. Видно, что здесь уже ремонтировали. Вот вставка стоит, толкатель. Под толкатель ремонтировали. И у нас он не вылазит, потому как он там шпонка вылетела. И все это дело закусило. Сейчас оттуда сюда выдавим. Нет, смотри-ка, здесь все на месте. Но он сильно подклинивал в расточном. Даже не знаю, что с этим делать. Так, друзья, мы разобрали этот двигатель. Клиент нам привез другой двигатель. Купил уже Евро 5. Будем ставить такой. Будем его смотреть, состояние общее. Сейчас снимем форсуночки, заглянем в цилиндры. Снимем поддон, посмотрим вкладыши. Если все good, будем переделывать его, перекомплектовывать и устанавливать назад в автомобиль. Приступим к осмотру. Снимем форсунки. Посмотрел я все цилиндры. У нас все они более-менее адекватные, за исключением вот этого одного цилиндра. Вот этот немножко подтянутый цилиндр. Видно, вот здесь вот пролысина. Гильза потянутая. Все остальные, хон-сетка нормальная, и здесь все адекватно, а этот имеет небольшой дефект. Так, мы вскрыли вкладыши. Коленвал у нас в хорошем состоянии, но по вкладышам есть нюансы. Немножечко борозды имеются, рекомендуем менять. Итак, согласовал я с клиентом замену вкладышей шатунных и коренных. Будем менять вкладыши, и дал добро на снятие головки для замены, соответственно, гильзы и поршня. При снятии гильзы, соответственно, у нас вот проблемка. Вот здесь вот пролысина, так сказать, и задирчик имеется. Вот он наш поршень. Вот он поршень с задирами. Но это не самое интересное. Самое интересное снизу, когда начал смотреть, у нас все поршня вот такие, один вот такой.
Соответственно, решил я снять еще одну голову. И обнаружил, что гильза здесь тоже евро 3, а здесь евро 5 с кольцом. Соответственно, здесь вот этот цилиндр уже менялся, и он уже потянутый, а поршня разные. Так, друзья, мы в этом двигателе поменяли вкладыши, коренные шатунные, поменяли одну гильзу с поршнем, не такое было, с евро 3, сейчас у нас евро 5. Также мы поменяли сальничек и поменяли корпус масляного фильтра. У нас по 2 датчика, чтобы проводку оставить с того двигателя. Поменяли этот, также поставим поддон старого двигателя. Только единственное, мы у нас поставим масляный насос с евро 5 оставим. У него производительность больше. Смотрите, этот поменьше, этот побольше. То есть поставили мы насос масляный с родной на место. Также обязательно ставим стартер родной. То есть тот стартер у нас не подойдет. В вот такой степени мы собрали двигатель, установили демпфер, ремень, установили поддон, генератор, проводку, блок управления двигателя. Все поставили с старого двигателя, с родного. Новый я поставил крепление кондиционера, сам кондей снял, чтобы не мешал кондей, так как у него кондиционер и радиатор отсутствует. Но поставил это для жесткости, чтобы стояло более жесткое было. Вот, стартер мы поставили с этого двигателя. Теперь мы переворачиваем и ставим, так сказать, на ноги. Осталось отрегулировать клапана, установить топливные форсунки. Форсунки, кстати, проверили, форсунки хорошие. На этом двигателе оказались. Будем ставить с этого же двигателя форсунки. Отрегулировал я клапана, установил топливные форсунки, трубки. У нас двигатель практически собранный. Осталось, сейчас поставим клапанные крышечки, установим насос низкого, установим корзину сцепления и будем устанавливать его на место. Так вот теперь у нас выглядит двигатель, он собран полностью. Все у нас прикручено. И готов он у нас к установке. Фильтра поменяли, масляный, топливный. И да, первоначальная, то есть вот помпа у нас вот так стоит. Первоначальная причина обращения была в том, что двигатель у нас грелся. Соответственно, такие вот проблемки. Был перегрев. Двигатель грелся из-за того, что у нас помпа здесь стоит. Она была с ретардой. То есть вот здесь был выход, трубка на ретардер. И заходил с той стороны в блок. Помпу не поменяли, просто заглушили ретардер, из-за этого и греется. Потому как в помпе давить некуда. То есть вот здесь отверстия нету. Надо было поставить просто помпу. Когда приехал человек, я увидел вот это и сразу понял, что проблема с помпой. Заказали другую помпу, но потом, когда посмотрели камерой, эндоскопом, мы увидели, что задиры на гильзах и перегрев не остался ждать. Соответственно, задиры были на всех цилиндрах. Вот он, вот это канал. Сюда заходит антифриз, то есть помпа должна работать здесь и здесь. Здесь этого отверстия нету. На помпах без ретарды идет сюда отверстие. С ретардером идет туда, заходит в блок через заднюю часть двигателя. Человек хочет другой двигатель, мы его перекомплектовали и тащим его на установку. Погнали.
Ну что ж, друзья, двигатель у нас установленный. Установили мы двигатель, радиатор, радиаторную группу, бачок. Соответственно, залили мы все тех жидкости. Вот так вот теперь это все у нас выглядит. Залили мы тех жидкости. Это масло антифриз. Также прокачали топливную. Будем пробовать первый запуск производить. Так, попытка номер 2. Либердационный клапан подклинивший, он спускает в обратку все равно и не создает нормального давления. Завести у нас все-таки не получилось. Снял я паука, поменял редукционный клапан, который под ним стоит. Сейчас попробуем завести еще раз. Теперь прокачали топливо. Будем пробовать заводить.